Друзья, приветствую вас! Это утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие основные события происходят, что ждать от движения котировок на открытии российской площадки по доллару, рублю, нефти, евро, РТС и другим активам. Давайте начнем с календаря событий. Сегодня вышли данные по экспорту-импорту Китая. Они достаточно позитивные, указывают на восстановление китайской экономики. Китайский экспорт баснословно растет. И судя по этому графику, ковид Китаю не помеха. Но есть и настораживающий звоночек. Дело в том, что индекс морского фрахта Baltic Dry, он как ушел ниже 1250, так и находится в этой области. Если он не будет подниматься, это является одним из факторов, который указывает на то, что скорее всего будет просадка в мировой торговле в обозримом периоде времени. Помимо этого, JP Morgan задается вопросом, сравнивая, что происходит на развивающихся и на развитых рынках, и, возможно, открывается новое окно возможностей. Но я бы здесь был очень осторожным, потому что рынки находятся на хаях, и те данные, которые сегодня отображаются, они, конечно, могут свидетельствовать о том, что кризис заканчивается, но с моей точки зрения мы в наступающем году весьма вероятно увидим второе дно. Так, ну и сегодня более особо значимых событий пока не предполагается. Давайте посмотрим, что у нас происходит с коронавирусом. Здесь ситуация, она неоднозначная, потому что с одной стороны в рамках, скажем так, всего мира наблюдается тенденция снижения новых случаев. То есть сейчас достигнуты пиковые значения, которые в принципе могут послужить той точкой, от которой пойдет разворот. Пока это не факт, но определенные тенденции в рамках всего мира здесь прослеживаются. Тем не менее, эта ситуация она не затрагивает, как ни странно, Соединенные Штаты и Россию, но еще в какой-то степени Бразилию. В Соединенных Штатах и России ситуация развивается по нарастающей, рост новых случаев. В то время как, если брать, например, Европу, Великобританию, то здесь отмечается позитивная в данный момент тенденция снижения новых случаев. Но Россию и США это, к сожалению, не затрагивает. Но понятное дело, что для нас эти две страны в наибольшей степени важны, потому что Россия, мы здесь живем, а Соединенные Штаты это мировая экономика по сути. И, соответственно, если Соединенные Штаты не будут восстанавливаться надлежащим образом, это затронет весь мир и в том числе Россию. Так, друзья, что касается SOT SFTC и позиций по фьючерсам ММВБ, в субботу я выпустил обзор, соответственно, вы можете его сейчас посмотреть, если вам интересно. И если вы его не смотрели. Так, далее индекс китайского фондового рынка, дневной таймфрейм. Сегодня мы видим в нем просадку. Почему же это происходит? Вроде вышли такие хорошие данные, которые указывают на то, что китайская экономика продолжает расти, цвести, пахнуть и так далее. Но проблема заключается в том, что Соединенные Штаты в связи с ситуацией в Гонконге вводят санкции против китайских чиновников. Но здесь надо четко понимать, что да, приход Байдена здесь не будет таких импульсивных действий, как Трамп, когда он там постоянно то вводит, то выводит, то еще что-то. Вот. Но есть объективная причина. Соединенные Штаты и Китай в настоящее время борются за мировое экономическое, по крайней мере, господство. Соответственно, у Китая накоплен большой долг. Соединенные Штаты пытались выровнять свой платежный баланс. Это не особо получилось, мягко говоря. И поэтому новый президент Соединенных Штатов, конечно, он будет оказывать давление на Китай. Это не подлежит даже сомнению. Палки в колеса вставлять и так далее. Но это будет делаться более цивилизованно, более культурно, нежели это делал Трамп. То есть здесь будет планомерное давление, это все будет производиться без каких-то там угроз, связанных с экономикой, что вот они там то-то, то-то не выполнили, они здесь, нет. Здесь, я так понимаю, будет давление, связанное с политикой. У Китая полно проблем, к которым можно прицепиться. Это и Гонконг, это и Тайвань, это и постоянно полыхающий конфликт на индийской границе, это и Вьетнам, где пока не было никаких ключевых событий, но они могут в любой момент начаться. И поэтому тут масса возможностей для введения санкций, какого-то давления и предъявления обвинений.
Вот, поэтому я думаю, как только будет какая-то удобная возможность, сразу будут вводиться санкции, что мы сейчас по Гонконгу и наблюдаем. То есть здесь будет этому придано благообразное звучание. Не то, что вот нас не устраивает, что мы вам должны много денег, поэтому мы сейчас вас начнем поджимать. Нет, здесь вот вы нарушаете права человека, получите и распишитесь. Так, месячный таймфрейм по китайскому рынку, здесь пока ничего страшного нету. Здесь по логике вещей мы должны переписать вот этот хай, прежде чем что-то страшное начнет разворачиваться. Ну и что касается дневного таймфрейма, возвращаясь к нему, здесь у нас критическое значение это 5000. Если мы пробиваем 5000, это будет не очень хорошо, но пока не очень страшно. Страшно будет, если мы пойдем дальше и пробьем все-таки 4900, 4850. Тогда это будет уже не очень хорошо. Вот, пока на текущий момент, сейчас, судя по всему, негативная новость про санкции отыграли, идет попытка восстановления. Нам, конечно, для российского рынка важно, чтобы в первой половине дня на открытии Китай закрылся позитивно, ну или хотя бы нейтрально. Так, далее американский фондовый рынок SFD на фьючерс S&P. Здесь начали за здравие, но пока не за здравие продолжается, потому как, видимо, вот эта ситуация с Китаем, она тоже на американский рынок надавила, и он сейчас проседает. Но судя по часовому таймфрейму, сейчас весьма вероятно будет разворот и движение на 3700. Если сейчас все-таки мы идем вниз и возникает пробой 3680, тогда негатив будет нарастать. И следующая цель в этой ситуации будет находиться в районе 3650. Вот здесь вот. Так, друзья, далее нефть, но здесь мы прямо уперлись в 50 и никак не может он преодолеть эту цифру. Это месячный таймфрейм, и сейчас на повестке дня стоит полтинник. Либо он пробивается и переход в новый диапазон 54-47, ну или 56,5-47. Вот. Если не пробивается, то ждет нас увлекательное движение вниз в район 39.62 для начала. Так, ну вот недельный график, здесь у нас происходит поджатие к полтиннику. Ну а по дневному графику в соответствии с классикой жанра мы должны уйти на 42.55 на этой неделе. Если рассматривать движение, как будет построено сегодня в течение дня, то у нас есть важный уровень, который 48.7, 48.8. Если вот этот уровень у нас не пробивается, то все вот это движение, оно приводит к накоплению и, соответственно, консолидация начинает двигаться к верхней границе, это 49.92.50. Здесь будет очень важно, как вот этот барьер будет преодолен. Если при пробитии будет рост и потом начнется консолидация, это будет говорить, что все хорошо. И нефть уйдет на 54, может быть на 56,5. Если будет вялое пробитие или будет снижение объема при приближении к верхней границе, то мы увидим продолжение консолидации вот в этом диапазоне. Пока нет пробития 48,7, 48,8, то на сегодня ситуация скорее всего сохранит стабильность. Вот, будет здесь консолидация и попытка пробития ухода наверх. Первый оранжевый сигнал тревожный, пробитие 48,7. Если это пробитие закрепится, следующая поддержка, которая может сработать, это 47, 46,9. Пока нету оснований для такого движения, но если вот этот пробой на объеме произойдет, мы посмотрим, как будет строиться дальнейшее движение, и возможно в этой ситуации мы увидим тестирование 47. Пока я склоняюсь к идее, что мы сегодня будем вот в этом диапазоне по нефти двигаться. Так, друзья, ну далее уже настоящее золото, не черное. Так, дневной таймфрейм по золоту. Ну смотрите, сейчас мы начинаем достаточно бурно по золоту расти. Это связано с тем, что ожидаются гонки печатных станков. И золото в данной ситуации является хорошим гарантом сохранения активов от инфляции. Что ждать сегодня? У нас есть сильный уровень 1837. И на самом деле здесь более важен диапазон. Сейчас давайте мы его посмотрим.
В нашей ситуации диапазон 1837-1829,5. Вот если он будет пробит, то соответственно весь этот сказочный рост сходит на нет и золото уходит на 1815. Вот. Пока этот диапазон не пробит, сейчас у нас что будет происходить? Будет происходить тестирование вот этого диапазона, который 1847-1850. Не добили 1854, вот, но теперь уже в случае пробоя будет движение на 1859 и попытка забраться на 1882. Судя по текущей динамике движения, мы в первой половине дня пойдем тестить на прочность 1850. И далее, я думаю, после обеда будет пробой и движение на 1859. Если мы 1850 сходу не берем, то у нас здесь возникает отбой, и цель коррекционного отката будет находиться в районе 1839,5. Вот здесь вот. Ну и соответственно пробой 1837 сведет на нет весь этот начавшийся рост. Так, друзья, далее рубль-доллар, дневной таймфрейм USD Tomorrow. Так, ну у нас по дневке осталось нам отработать цель, которая находится 73,5-73,2. Но на закрытии в пятницу здесь вот сформировалась фигура, которая указывает на то, что вполне как бы отсюда может произойти отскок и попытка сходить немножко наверх. Так, далее часовой таймфрейм, рубль-доллар. Здесь у нас сформировалась попытка разворота, и в том случае, если на открытии у нас произойдет пробитие 74,15, то в этой ситуации мы увидим продолжение вот этого роста, который начал формироваться, и цель этого движения составит 74,5, вот сюда вот. Но в том случае, если пойдет обратное движение на фоне ожидания рискона, то в этой ситуации мы двинемся вниз, вот сюда вот тестить 73,75. Вот пробой 73,75, 73,7 открывает возможность движения на 73,2. Но здесь диапазон 73,2, 73,5. Вот. Но я думаю, даже если сейчас движение развивается на укрепление рубля, то поскольку нету существенного роста нефти, максимум, куда мы пойдем, это вот этот диапазон 73,6, 73,5, ну 73,55. Вот если этот диапазон будет пробит, тогда да, тогда мы уходим на 73,2, возможно даже на 73. Пока, я думаю, с утра, с учетом негатива по Китаю и с учетом того, что все-таки нефть пока не растет, вот это движение, оно, я думаю, маловероятно. То есть вот сюда задерг на 73-75, я думаю, будет. Но потом, скорее всего, мы либо уйдем в боковик, в этот диапазон, либо отсюда будет попытка сходить на 74,5. Вот 74,5, если здесь происходит закрепление, то этот отскок разовьется, и цель по нему движения будет 75,25. Вот сюда вот. Далее евро-рубль. Евро-рубль Tomorrow, дневной таймфрейм. Здесь, соответственно, у нас получается вот этот уровень, который 89,9, он сработал, то есть от него пошло отбитие, но немножко, чуть-чуть ниже него было закрытие. Так, это часовой таймфрейм, что здесь могу сказать? Но ситуация, она на текущий момент схожа с рубль-доллар, но евро с учетом движения капитала выглядит более сильно, более уверенно, нежели доллар. Поэтому здесь у нас вот обозначился ключевой уровень, это 89,9. Если мы его сейчас на открытии пробиваем и закрепляемся, то у нас в первой половине дня цель движения будет находиться 90,2, 90,3, вот сюда вот. Если все-таки идет откат и укрепление рубля, то пробой вот этого нижнего значения, если происходит 89,6, если мы пробиваем, то здесь развивается импульс движения, цель которого будет 89,2. Я думаю, на текущий момент такое движение пока маловероятное. Здесь либо будет пробой и попытка сходить на 90,2, вот сюда вот, или здесь на открытии будет отбой и движение в рамках вот этого консолидационного диапазона. Вот такое мое видение по основным инструментам. Спасибо за внимание.